Ну, друзья, смотрите, Lenovo Xiaoxin 100P, проектор. Когда взялся вот Lenovo за проектор и думаю, ну все, наведет здесь порядок, выпустит какой-то классный брендированный проектор, и задумка действительно обалденная. С классно работающей проекцией, с классно работающим автофокусом, с кейстоуном классным, с трапециоидом, да. И главная фишка этого проектора, то что он имеет возможность поворотов на 360 градусов, при этом на 360 градусов по горизонтали, грубо говоря, а по вертикали еще на 170. Вы можете его хоть, грубо говоря, в потолок направить и лежать смотреть. То есть это очень классная опция, все очень хорошо, и как бы, вот, знаешь, мы хотели даже распаковку делать, но распаковки не будет, потому что в комплекте у нас всего-то пульт, кабель питания и сам по себе проектор. Вот такая вот коробка. Что у нас есть? Есть, смотрите, инфракрасный порт, есть выход под 3.5 наушники, всего лишь один HDMI, USB 2.0, кнопка включения и вот такой вот разъем для питания. А спереди у нас есть камера автофокуса, инфракрасный порт и все. И здесь, ну, как бы, я вам скажу, сверху тканевая такая у нас покрытие, да. Но давайте я вам скажу еще одну такую вещь. Дело в том, что они здесь заявили яркость 850 ANSI люмен. В китайских люменах мы дальше уже там посмотрим. Неплохую формулу памяти. Вообще сюда завезли 2х32 для проекторов, так вообще отлично. И в принципе думаю, ну все, короче, вот какая-то нормальная у нас получилась инсталляция, потому что это кроме как инсталляция не назовешь, на проектор это вообще изначально было мало похоже. Но тут вмешалась лисица. Я бы хотела внести свои коррективы. Да, внешне он симпатичный, но интерфейс оставляет желать лучшего, потому что это стандартный китайский интерфейс. Пульт тоже и не самый дорогой. И хотела бы отметить звук. Да, он громкий, но мне не хватает басистости. Я бы хотела более широкий и объемный звук. И картинка. Да, она контрастная, но яркости катастрофически не хватает. Свою ложечку дегтя я тоже внесла. Поняли, да? И вот о каком пульте она говорит. Пульт, пожалуйста, вот, когда мы дальше будем смотреть с вами уже на сайте, они прям будут говорить, что здесь, как они, AI Smart Remote Control. Ребят, самый простой пульт китайского проектора. При том, что когда вы увидите интерфейс, вы поймете. Я не скажу, что он плохой проектор. И для среднего обывателя смотреть кино, смотреть ютубчик и IPTV вполне даже пойдет. Но сразу говорю, нужно смотреть на внешнем устройстве. И вот перегнули они с маркетингом. За его цену, в принципе, даже еще и нормальный проектор получился. А вот то, что получилось реально, мы сейчас с вами, ну вот именно сами все реальные тесты, мы сейчас с вами посмотрим. Переходим на сайт производителя, посмотрим, что на сайте производителя, потом тестируем, а потом делаем выводы. Слушайте, ну стоит он $229-230 приблизительно на Алиэкспрессе, 850 ANSI люмен заявляют. Вот это вот горизонтальная 360 градусов поворот и вертикальная 170, это как бы вообще плюс, я вам скажу. Это плюс, это красиво, все как бы хорошо. Давайте так, Xiaoxin 100P, LED, Full HD матрица. Ну, вот видите, как они пишут. Поддерживает частично 4К декодинг. То есть вы должны понимать, что здесь нет 4К проектора как такового. Он только тестовые файлы. Это я вам просто говорю, мы уже его протестировали. У меня есть, я сейчас читаю, теперь понимаю, в чем вопрос. По контрасту тут более-менее все классно. Меньше или равно 2500 к 1. Проекционная дистанция от 1 до 2,5 метров. А вот про яркость, вот они написали 850 ANSI. Вот как бы мне кажется маловато. Мне интересно, сколько это в LED люмен. То есть, если брать именно китайские вот эти маркетинговые LED люмены, то это приблизительно там до 8000 люмен. Знаете, в чем разница, как измеряют? Китайцы измеряют, называется маркет люмен, они меряют на источники сигнала. На источники света. Есть еще LED-люмены, они меряются уже на выходе, и есть ANSI уже, которые замеряются специальными приборами. То есть, что у нас получается? Среднебюджетный проектор, ультракороткофокусный, с классной функцией, допустим, да, именно своей поворотности, с классным корпусом, все как бы хорошо. И с
охренительными, вот я вам сразу говорю, с охренительными возможностями проекции, корректировки. То есть вот эти вот заявления их про автоматическое, допустим, кадрирование, про автоматический фокус, про автоматическую keystone correction, да, вообще идеально работает. Тут у меня вопросов нет, и как бы все. Вот видите, они даже показывают очень умный обход препятствий. То есть он будет его перемещать, тут все, вопросов нет. Но вопросы будут по яркости. Вопросы будут по яркости, обязательно сейчас дальше смотрите наш обзор, мы все это дело покажем. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, вот все бы хорошо, но HDR10 это совсем здесь, вот просто зачем они его написали, если его нет ни в каком проявлении, непонятно. А то, что True 1080p могу подтвердить, все нормально. Слушайте, интересно, интересный проектор в плане того, что у него нормальная формула памяти, нормальные органы управления, нормальная именно, знаете, вот эти все фишки коррекции, да, изображения. Но процессор, они здесь HSC написали, вообще здесь процессор Hisense, чтобы вы понимали. Но заявлять, что он флагманский, это фигня, потому что это 4 ядра Cortex A53 по 1 ГГц. Это очень плохо. Это High Silicon, который они почему-то переименовали в HSC 352. Не знаю почему. Это уже к ним вопросы больше. Теперь вот это вот Intelligent AI Remote Control. Зачем они пишут, что там есть голосовой поиск и он Intelligent AI, если его фактически нет? Маркетинг побеждает здравый смысл. Ну, есть как есть. Мы показываем всю правду обычно. По звуку тут вообще вопросов как бы нет. Действительно, по звуку он неплохо работает. Зачем они HDR10 опять пишут? По звуку неплохо работает, но он плоский звук. Нет нормальной, скажем так, глубины звука из-за низкой басистости. В остальном все, мы подтверждаем все, что они написали. И ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, переходим тестировать дальше. Вот вы знаете, чего вот я не ожидал, это то, что в брендовом проекторе, это именно брендовый проектор, получится ситуация с тем, что мы увидим интерфейс именно обыкновенного того же, например, Тандила или Взатко. Одинаковые интерфейсы абсолютно. То есть с нами сегодня Лиса на обзоре. Она проекторов видела-перевидела невозможное количество. И что нас очень сильно, скажем так, и понравилось, и не понравилось, все сейчас будем обсуждать. По настройкам сеть, вроде бы там чего-то подключили, как они там заявляют, Wi-Fi 6. Сейчас я вам покажу в AIDA 64 Connect, вы сразу все поймете. Первое, что мне очень понравилось, это проекция. Автофокус. Если нажать на кнопку автофокуса, происходит вот такая вот штука. То есть у нас при изменении фокусного расстояния, при изменении, допустим, той же самой проекции, да, у нас сразу же меняется именно трапеция. Дальше у нас есть автоматическая фокусировка, ручная, есть опция автофокусировка при смещении. Теперь масштабирование. Нам пришлось масштабироваться на 82%, потому что ультракороткий фокус, то есть на 2,2 метра 120 дюймов получается, достаточно короткий фокус. Автокоррекции трапеции при включении он будет менять, автокоррекция трапеции при смещении, автоопределение препятствий. Очень тоже классная тема в том плане, что у нас вот экран, мы особо не игрались там с этим зумом, то есть он нам автоматически все ставил, допустим, какое-то препятствие, он считал препятствием даже вот эти наши стороны, которые у нас есть на экране. Да, на рамках экрана. Автоматическая установка экрана, автоматическая коррекция трапеции, то есть есть огромное количество настроек. Вот, пожалуйста, есть ручная трапеция. Это очень классно. И есть метод проекции. Допустим, прямая, обратная, допустим, прямая перевернутая и обратная перевернутая в зависимости от того, куда вы проецируете. В разделе «Система» ничего интересного нет. Нет никаких аккаунтов, гуглов. Поэтому говорить о том, что, ну, здесь Android 9, говорить о том, что что-то у нас будет прикольное, я бы не сказал бы. Раздел приложений. Интересен тем, что есть какой-то app свой, само собой, допустим, здесь Google Play Store нет вообще никакого, ни в каком виде. Его можно попробовать установить из App Store, какой-то сторонний ломаный, но я вам честно скажу, в сторонний ломаный Google Play Store лучше вообще не лазить. Теперь давайте по системе. Мы видим у нас 2 на 32, или сколько у нас хранилища получилось? 32 хранилища, ничего себе, слушай. Прилично. Подожди секунду, сейчас мы
Посмотрим. Что тебе продавец заявлял? Да, вот я просто хочу слечить, потому что очень много нюансов у нас есть. Они здесь вообще не пишут. Они здесь вообще не пишут на ссылках. Ну такое, 2 на 32, хорошо. Ладно, центральный процессор. А вот здесь вот для меня первое разочарование. 1000 МГц, 4-ядерный, хай силикон, это мы уже с вами поняли, там поставили чип. Но 1000 МГц мало. И опять у нас пошла вот эта вот фигня с рекламой, конечно, которую пропустить мы не можем. Потому что нет никакого режима мыши именно на этом приложении. Просто, знаете, очень сильно это дело напрягает. Давайте попробуем Аиду заново включить. О, опять выкинула. Понимаете, вот это обыкновенный китайский проектор, просто Lenovo взяли, доработали охлаждение, доработали дизайн, все, сеть. Сеть у нас Connect, ничего себе, 180 мегабит, так это канальная скорость, 180 мегабит на Wi-Fi 6. То есть сеть здесь полный отстой. Ну, тут вроде бы у нас Mali 450 MP, это тоже очень-очень старое все, и доступ к температуре у нас, доступа нет к температуре, кодеки даже смотреть не буду, потому что в таком исполнении здесь нужно все делать на внешних устройствах. Если говорить, допустим, ну, сейчас у нас Лиса вам будет рассказывать про качество картинки. Если говорить про функции, да, у него есть Miracast, у него есть Bluetooth колонка, с учетом того, что у него неплохой звук, то это вроде бы неплохо. Давайте по качеству картинки сейчас пойдем. Самое интересное. Да. Итак, а ну, Лисичка, давай, иди и смотри на то, что вмещаются ли стрелки. Давай, рассказывай нам. Нижняя стрелка вмещается? Да, впритык. А подожди, там до последнего пикселя, потому что я нижнюю стрелку вообще вижу плохо. Она не до последнего. Ну вот сравни верхние пиксели и нижние, то есть есть там... Есть разница. Есть разница? Да. То есть, подожди, у нас снизу он реально не помещает в 1 пиксель. Да. Ладно, имеем. Теперь по яркости. Яркости не хватает, говорю сразу. Очень сильно. Ага, тут выкидывают в настройки. А что, нельзя калибровать у нас получается? Вот это ситуация. Ну, сейчас посмотрим. Слушай, у нас при просмотре на внутреннем плеере нельзя калибровать. Вот это да, ладно. По яркости не хватает, по контрасту все отлично. Могу сразу сказать. Девушки выглядят сероватыми. Это именно из-за того, что мы не можем откалибровать картинку на внутреннем плеере. Будем пробовать на внешнем. Теперь дальше. Здесь у нас основные цвета. Вроде бы все нормально. Голубой, белый. Белый что-то в голубой ударяется. А ну смотри. Нет, белые ударяются в серый. В серый. А ну подожди секунду, вот я сейчас сниму, чтобы вы понимали, яркость, которую они заявляют, 850 ансилюмен, у нас не полное затемнение комнаты, да, видно. Для нас определение яркости проекторов есть по отблику, ну отблик есть, но он не ярко выраженный. То есть по сути яркость, возможно, она отвечает, ну не тянет она на 850 ансилюмен, вот просто не тянет. Посмотрим сейчас, что получится, но амбиент эффект такой слабенький получился. Так, дальше, Лисица. А ну посмотри, лестница есть на этих на градациях? Хочешь правду? Из-за Да. яркости я не могу определить. Я не вижу. Ну, это реально яркость слабовата. При том, что на внутреннем плеере мы ничего не можем, отрегулировать. Основные цвета нормальные вроде бы. Вот серьезно, черный. Черный отличный. Хорошо, потому что Хорошо яркость маленькая. слился, да. Теперь калибровка цветов. Нормальная калибровка цветов. Я вижу все квадратики. Тут у нас пока только вопрос с яркостью и калибровкой по яркости. Тут тоже нормально откалиброваны цвета. Вау! Вот калибровка сейчас цветовая, отличная. И контрастная. Яркости не хватает. Да. Тупо не Поддерживаю. хватает яркости. Яркостно-контрастный анализ. Да, у нас получается, видите, правая полоса, ну, Лиса, покажи рукой. Там не видны кубики. Вот я на расстоянии 3 метров не видны кубики. Ты их вообще различаешь вблизи? Нет. Вообще вот ничего? тут точно, да. Вот тут еле-еле, понял? Ну вот оно должно еле-еле, на то я вообще ничего не вижу. Хорошо, основные цвета норм вроде бы. Здесь тоже норм. Яркостно-контрастный анализ ужасный. Яркость ужасно, контраст отлично. И в синем, и в зеленом, и красном все отлично. По контрасту, по яркости проблема. По линзированию. Смотрите, у нас проблема.
У нас проблема. Смотри, Лиса, покажи, пожалуйста, верхние кольца и видны верхние ободки колец. Да, вот здесь вот. Линзирование есть? Да. Линзирование мелкое. Вот это вот прям точки, понял, они съезжают. Съезжают. Хорошо, линзирование это нормально. Но, черт возьми, левый, правый, левый угол, левый нижний. Кольцо. Пойди покажи, пожалуйста, рукой. Кольцо не полностью прорисовка. Да, тут нету. То есть у нас есть проблемка. Есть проблемка. Топом он уже не станет, это однозначно. Так, смотрим, что у нас тут есть. Смотри, как... Ой, как это А тускло. что это такое? Не, ребят, смотрите так. Лиса сфотографировала. Смотрите, какая ситуация. Он вроде бы по цветам откалиброван. Очень плохая ситуация с яркостью. Именно с калибровкой яркости. Я не говорю, что сам проектор не яркий. Мы сейчас будем пробовать это на внешнем носителе. Он очень долго декодирует картинки. Это Просто он так долго. переключает? Да, это он так переключает. Ого. Очень долго. Как презентационный проектор, во-первых, он ультракороткофокусный. Какой видишь? Какой Я видишь? никакой не вижу вообще, потому что я вижу 12-й. В белом или в черном? В черном вижу, в белом плоховато. 12 это здесь? Да. Ух ты, молодец. Ага. А вверху они одинаковые примерно? Белый читается лучше. Но вообще да. Одинаковые. Ну, а десятку? Десятка, Нет, там прям очень плохо. десятка плывет. Слушайте, что-то мне кажется, что ни хрена здесь не Full HD чистый. Вот прям, а ну сфотографируй близенько. Вот этот вот, это курьер текст, он не четкий, в черном с фоткой, он нечеткая прорисовка у него. А ну покажи мне фотку. Слушайте, нечеткая прорисовка даже в 12. Он как 720p. Вот посмотри, вот приблизь, короче. Ну, он сильно размыт. Он не размыт, там вопрос не размыт, вопрос пикселизации, ребят. У меня есть подозрение, что это может быть физический Full HD. Слушай, ну текстура не та. Вот, ну реально. Да, по низу у нас есть оверскан, то есть его при этом нельзя откорректировать. Хорошо, хорошо. Давайте мы еще пойдем. Вот 2:32, они, наверное, знаете как, Lenovo чуть-чуть в уши налил кто-то, что можно добавить памяти 2:32. И все изменится. Да, и все изменить. Давайте в YouTube посмотрим на качество видео. Я хочу сейчас найти вот 4К геоплейсы наши. Как это будет воспроизводить. Дикая река. Full HD. И сразу тестируем звук. Ага. Оно дропает. Оно дропает Full HD. Если менять громкость, оно будет дропать. Так, в принципе, воспроизводит. Яркости явно не хватает. Там есть один островок, который по центру. Он должен быть прям ярким-ярким. Он тут желтый просто. Хотя вот для ютубчика изображение ничего. Звук прикол. Звук прикол. Он не басистый, но он громкий, не дребезжащий. Сейчас он декодирует 1080p 60 Гц. А вот теперь давайте мы в статистике для сисадминов посмотрим. Да, 1080p, 1080p. Ну, там есть стартовые дропы. То, что мы там клацали. Коннект 12 мегабит. Wi-Fi гадкий. Wi-Fi просто гадкий. Хорошо, слушайте. По звуку, ладно. Это вот реально прикольно. О, а что он сразу вываливает? Я назад вышел, начал менять громкость вниз, и он сразу вывалил меня в Он решил в самый главное низ. меню. Да, вот как-то что-то он решил побаловаться. Хочу попробовать... Да что это такое? Хочу попробовать Miracast. Давайте Miracast попробуем. Ты можешь что-то затранслировать? А ну, у тебя есть трансляция? Давай, кто первый? Сейчас посмотрим. У меня должна быть трансляция. У меня можно DeX. А ну подожди, не транслирую. Я могу DeX затранслировать на New Link. О, Samsung DeX. Через Galaxy... Ой, что так тускло-то, а? А что, у тебя не такой экран? Это просто жестяково. Сейчас попробуем. Сенсорная панель. Я даже не вижу мышку, блин. Ты видишь мышку хотя бы? Да, только что промелькнула. Вот она промелькнула. Но я вам скажу так. Очень слабая яркость. Мышь еле видно. Но это работает. То есть я могу использовать его для Samsung DeX. С этим хорошо. Ладно, не будем говорить. Все отлично. Вот действительно отлично. То есть тут Miracast работает как беспроводной дисплей. Теперь Bluetooth колонка. А ну слушай, вот хорошо, Bluetooth. Блин, да какого хрена? Оно вываливает постоянно в главное меню.
Это недоработка. Это недоработка. Давайте. Слушайте, ну любой тандил. А ну давай, подключайся к NL903B53 в режим динамика. Сейчас у нас лисичка подключится, включит свою... Что ты там у нас слушаешь? Какой-то там тяжелый металл или панк-рок. Так, вот, NL903B53. Принять. Ну, смотрим. О, подключен, и он будет еще и выключен экран, вы поняли? Но мы выберем нет, можно выключать экраны. Ну давай, попробуй какую-нибудь воспроизвести музычку. Слушаем. Не, ну как колоночка пойдет, но я вам скажу, бюджетная колоночка. Вот даже какой-то намек на басик, на мелкий есть, да? Пойдет? Ну, такое, с натяжкой. Я вам говорю сразу, с натяжкой, с натяжкой. Но при этом режим Bluetooth колонки есть. Это мы не будем говорить, что его нет. Ребят, переходим на внешнее. Хотя слушайте, знаете, что еще хотел проверить? Это вот чисто уже так, чтобы доморочиться до него. Вот с полной силой. Я вам скажу так. Я хочу еще попробовать. Так, диск. Он не прочитал XFAT, он прочитал только у нас NTFS диск, и хочу проиграть 24-кадровое видео. Если у него 24 кадра, все остальное будем проигрывать с внешнего диска. Так, включаем, фотографирую с выдержкой в 1 секунду. И что у нас получилось? Покажи мне снимок. Волшебство. У нас чистая шахматка. Скинешь мне потом этот снимок. У нас нет 24 кадра честных. Все, ребят, надо тестировать уже на внешнем жестком диске, не на внешнем устройстве, и смотреть через HDMI. Бывает и оверскана нет. Сейчас мы пробуем включить LG New York 4K. Кстати, что-то он долго грузит реально. Или он начал нагреваться, он у нас работал на этом ролике, с этого диска. Этот ролик мы смотрели. Слушай, сейчас не работает. Вот сейчас не работает. А какого? Он работал, он реально работал. Это вот в режиме реального времени мы вам сейчас показываем, как это работает. Какого черта? Он дважды не воспроизводит один и тот же Вот, факт? жизнь Пи работает. Нет, не работает. Слушай, а что с ним происходит? Хороший вопрос. Хорошо, давай Samsung Seven Wonders. Ребят, я перехожу на внешнее устройство. Так, переключаемся. Теперь все то же самое. Во-первых, слушай, а здесь по яркости как-то повеселее будет, по-моему. Нет, это у тебя показалось, в общем. Сейчас посмотрим. Он не дает 4К получить с внешнего устройства, то есть про какое декодирование 4К тут идет речь. На внутреннем, получается, каком-то плеере, да, HDR10 заявленный здесь, SDR можно выставить, возможно, он декодирует HDR. Не знаю, вот много вопросов на текущий момент, на которые у меня нет ответов. Давайте пробуем конкретно с внешнего устройства. Сначала картинки Бурош. Очень важный момент. Давайте включаем. Леночка, давай иди смотри на прорисовку. Вот, оверскана здесь нет. Или есть? Нет, сейчас внизу полностью. Сейчас посмотрим. Слушай, здесь яркость другая. Давай на черном проверим. Подожди, сейчас дойдет до яркостно-контрастного анализа. Здесь видно разметку. На внешнем HDMI совсем другое дело. Яркость другая. Сейчас дойдем до яркостно-контрастных показателей. Смотри, здесь проклюнуты квадраты. Да, вижу. Здесь проклюнуты квадраты. То есть реально, и мы можем здесь менять. Тут ты можешь режимы. настраивать. Смотри, я могу добавить яркость. Супер. Смотрим. Все равно ему яркости не хватает, чтобы даже откоррегироваться. Прикинь, Да. по яркости очень слабый проектор. Очень слабый. Вот нам пришлось ее выкрутить на максимум, чтобы хотя бы увидеть, хоть как-то. И получается у нас контраст ушел. Сейчас мы контраст попробуем чуть-чуть. На контрасте сработать. Слушайте, очень спорный. Так, контраст откоррегировался отлично. Сейчас. А по яркости, прям проблема. Слушай, они выкрутили четкость. Больше я уже не могу выкручивать. У нас черный пойдет в темно-серый. Вот тут
более-менее, но Что-то очень неестественное. они как акварельные получились. Яркости недостаточно. Мы не сможем. Мы, получается, насыщенностью пошли вверх. Смотри, нам придется чуть-чуть убрать насыщенность. А ну давай на пресетах на их посмотрим, что у них тут за пресеты. Ой, это что за режим? Это мягкий. Подожди, а в чем яркий? Если яркость все равно не меняется. Контраст и насыщенность. Они насыщенность тут этот. Видишь, на яркость ничего вообще не меняет. Придется нам убирать насыщенность чуть-чуть, чтобы не поплыли цвета. О, ну Стало лучше. более-менее. Слушайте, откалибровать его нельзя, он не калибруется. Все. Ребят, он не калибруется. Они пластилиновые. Вот, да-да-да. Они пластилиновые. При том, что поплыли у нас калибровка квадратов. Да, поплыла. Яркости не хватает. Получается контраст. Нам придется либо укручивать. Слушай, такие надежды были на него. Вот смотри, мы начнем уменьшать яркость. У нас проявятся контрастные квадраты. Проявятся ли, конечно? Нифига. Ну вот в нижнем желтом начало проявляться, например. Ну, мы Вот убрали щас очень сильно. яркость. Ну, дальше. Мы убрали яркость. Но дело в том, что тогда вообще мы не можем... А по контрасту что у нас тогда? Ага, мы ушли в контраст. Да нет, это оно контраста добавило. Ну и что? Что это получается? Получается вообще полная фигня. Вот серьезно тебе говорю. Внутренний нельзя, наружный тоже. Короче, получается у нас есть проблемка с яркостью этого проекта. И с нативной, и с какого угодно. Печаль, беда, но говорим всю правду. Говорим всю правду. Давайте здесь яркостно-контрастный анализ посмотрим. Лучше стало, чем на внутреннем плеере, но верхнюю полосу в черном цвете не видно. В синем тоже, в зеленом тоже и в красном такая же ситуация. Есть печально. Так, смотри, все равно у нас оверскан есть. Нижнее кольцо левое. Да, не до. Не до. Для меня это прям разочарование. Я надеялся, что бренд возьмет, так как они делают хорошие планшеты для китайского рынка. А здесь такой факап, да? Не, ну подожди, это ж один из первых у них проекторов. Нет. Нет? Нет. Тогда ладно. Нет. Ну и в принципе цена что же соответствует. Все то же самое. Я вот честно вам скажу. Вот есть как есть. О, а что с ветками? Они в тенях. Ну, это как в обводке. А что с ветками? Не знаю. Зато все видны. Да, но тогда... это четко здесь накручено, да, получается? Сейчас мы четкость уберем чуть-чуть. Берется обводка. Ну да, все, вот она ушла. Более-менее. Ну, кстати, сейчас вот неплохо вообще выглядит. Получше, да. Но все равно яркости не хватает. Слушайте, прям вот для меня это расстройство. Давайте запустим какой-то тестовый ролик. Красивый. И будем понимать, что у нас получилось. Вообще я готов сразу проходить и резюмировать данное видео уже. Вот, пожалуйста. Ну, ребят, закрыл. Я не вижу здесь HDR как такового. Я с такой яркостью про HDR вообще говорить нельзя. Ну, давайте. Что-то я опять чуть промахнулся. Лисичка, твое мнение? Ты видела много проекторов. Да. Реально много. Твое мнение. Вот честное только. Мне нравится фирма. Тебе нравится фирма? Что еще тебе в нем нравится? Мне нравится форма. Точка. Форма, дизайн, да? Плюсы закончились. По звуку что? Громко. Вот сейчас неплохо воспроизводит. Вот неплохо. Он не тихий, однозначно. Блин, ну, смотреть можно, да. Для мультиков, для кино пойдет. Именно, знаете, какого-то базового ютуба. Но требовать за такие деньги супер качества я здесь не стал бы. В принципе, там $230, да, это дешевый проектор.
Но за такие же, ну, чуть-чуть дороже можно взять какой-нибудь Тандил сумасшедший. Давайте вообще пройдем это в виде вывода вообще уже скажем. Ну, сейчас мы, кстати, проиграем еще один из моих обзоров, например, какой-нибудь, не знаю, ну или видео, которое мы снимали. Вот это мы с Лисицей снимали специально для тестов именно проекторов. Здесь очень классная музыка, сейчас я послушаю. Да, сейчас услышим, как звук здесь будет. Да нет, звук нормальный, звук хорош. Вот давай вот так вот. И отображает сейчас неплохо. Но у нас, видишь, есть проблемы с яркостью. То есть откалибровать картинку до конца не удалось, по факту. А ну подожди, сейчас посмотрим. Плосковатый звук, да? Да, да. Но все равно воспроизводит, все равно красиво. Все равно красиво. Это да. Так, ладно, переходим, делаем выводы. Мои выводы таковы. Очень неплох проектор в плане того, что задумка с вот этими всеми движущимися наклонностями, вот, не наклонностями, с вот этим вот шарниром, не знаю, как его назвать, подставка этой всей. И сама по себе конструкция, задумка вообще обалденная. Материал самого проектора классный. Автофокус, трапециоиды работают отлично. С яркостью, ну, друзья, ну не могли они вот так вот лохануться, как я думаю, но все-таки лоханулись. Лоханулись, пульт действительно дешевенький, и взять обыкновенный какой-то китайский проектор, в его цену можно найти по яркости даже немножко лучше. А так, в принципе, я вам скажу, получилось, что получилось, рекомендовать, откровенно говоря, не буду. Вот прямой моей рекомендации не будет. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.